Привет! Тема «Порфириат» или «порфиризм». Как пишет Брайан Хемнет, политическая практика зависела не от соблюдения Конституции, а от личных договоренностей с генералом Диасом. Такие процедуры нарушали основные конституционные принципы, в защиту которых выступал Бенито Хуарес. Был персонифицированный режим. Оглядываясь назад, можно увидеть, что интерпретаторы режима определяли его как модернизирующий, эволюционистский или позитивистский. Статистика периода с 1877 года до рецессии 1907 года показывает значительный экономический рост, но если экономика или некоторые секторы модернизировались, то политическая система нет. Диас построил персонифицированную, авторитарную систему, в которой было больше стиля, чем содержания. Когда эта система внезапно рухнула в 1911 году, никаких альтернативных институтов или политических традиций не существовало для того, чтобы заменить ее и тем самым предотвратить погружение страны в хаос. Решения, принятые в период правления Диаса, повлияли на исход событий во время и после революции. Его режим представлял собой не продолжение курса Бенито Хуареса или Лерда де Техады, а значительное отклонение от их пути. И чтобы предотвратить это, мексиканские конституционалисты были слишком слабы или разделены, или сами были сторонниками Диаса. В течение этого периода политическая система была закрытой. Сенат и Палата депутатов были парализованы, свобода прессы была нарушена, оппозиционные политики и журналисты преследовались вплоть до того, что их убивали. Можно утверждать, что режим Диаса заложил основу мексиканского правительства XX века, которое продемонстрировало сильные тенденции к централизации, неограниченное верховенство исполнительной власти, кажущееся вечным переизбрание одной партии, частое злоупотребление гражданскими правами, неспособность развить эффективную политическую культуру. Период правления Диаса обладал культурой авторитаризма. Порфириат, порфиризм – это термин, обозначающий период мексиканской истории, когда генерал Порфирио Диас правил Мексикой в качестве президента в конце XIX и начале XX веков. Захватив власть в результате государственного переворота в 1876 году, Диас проводил политику порядка и прогресса. Поступали иностранные инвестиции, поддерживался социальный и политический порядок при необходимости силой. В данный период происходили огромные экономические, технологические, социальные и культурные изменения. Мошеннические выборы 1910 года обычно рассматриваются как конец порфириата. В дальнейшем происходила вспышка насилия, Мексика пережила десятилетие гражданской войны, Мексиканскую революцию. Историки исследовали эпоху президентства Диаса как целостный исторический период. При Диасе Мексика смогла централизовать власть, управлять политическими распрями, подавить бандитизм и изменить тенденции экономического национализма, чтобы привлечь иностранные инвестиции. Этот крупный экономический сдвиг привел к быстрым экономическим и технологическим изменениям, открытости культурным инновациям, растущей урбанизации и изменениям в общественных взглядах элит. Выгоды от экономического роста распределялись неравномерно, а социальные проблемы увеличивались. Например, детский труд на новых промышленных предприятиях. Поражение мексиканских консерваторов в войне за реформу, война за реформу, гражданская война между консервативными и либеральными силами Мексики в 1857-1861 годах и Вторая французская интервенция расчистили либералам путь для реализации их видения Мексики. Диас, в честь которого назван этот период, был либеральным генералом мексиканской армии, отличившимся во время французской интервенции. У него было стремление стать президентом Мексики, которое осуществилось, когда он восстал против Себастьяна Лерда де Техады. Первоначальное правление Диаса иногда рассматривается отдельно, поскольку он консолидировал власть в своих руках. В дальнейшем правление Диаса характеризовалось наличием жесткой диктатуры. Внутренняя стабильность сочеталась с растущей мощью мексиканского государства, подпитываемой увеличением доходов от расширяющейся экономики. Диас заменил ряд независимых региональных лидеров людьми, лояльными к нему, и подавлял недовольство сотрудничая с политическими аутсайдерами, сделав их посредниками с иностранными инвесторами, что позволило им обогатиться. Для дальнейшей консолидации государственной власти Диас назначил политических боссов подотчетными центральному правительству. Политика примирения, сотрудничества и репрессий позволяла режиму поддерживать порядок в течение десятилетий. В Центральной Мексике общины коренных народов, которые осуществляли политический и экономический контроль над своими землями и населением, были подорваны режимом Диаса. Все это происходило в результате экспроприации земель, принудительное отчуждение, изъятие имущества. Диас использовал для подавления демократической власти политику хлеб и дубинка. Это позволило ему назначать губернаторов, которые могли делать с местным населением все, что хотели, при условии, что они не будут вмешиваться в операции Диаса.
Когда Диас пришел к власти в 1876 году, северная граница Мексики с США была регионом напряженности и конфликтов, которые необходимо было разрешить, чтобы режим Диаса был признан суверенным правительством Мексики. В США использовался пограничный вопрос в качестве причины для отказа признания режима Диаса, и международный конфликт низкого уровня продолжался. Вопрос о признании был окончательно решен, когда правительство Диаса предоставило щедрые концессии видным американским спонсорам. Экономические потрясения порождали бандитизм. Для борьбы с этим во время правления президента Бенито Хуареса его небольшая эффективная сельская полиция, находящаяся под контролем, была инструментом для наведения порядка. Когда Диас стал президентом, он расширил размеры и масштабы сельской полиции. Она находилась под его командованием и контролем. Лозунг «Порядок и прогресс» утверждал, что без политического порядка экономическое развитие и рост прогресс невозможны. Инвесторы не хотели бы рисковать своим капиталом, если бы политические условия были нестабильными. Строительство железных дорог дало правительству более эффективный контроль над многими регионами Мексики. В Мексике был использован позитивизм французского философа Огюста Конта и социальный дарвинизм Герберта Спенсера. Позитивизм стремился основывать знания на наблюдениях эмпирически обоснованных понятиях, а социальный дарвинизм – это социологическая теория, согласно которой закономерности естественного отбора и борьбы за существование, выявленной Чарльзом Дарвином в природе, распространяются в том числе и на отношения в человеческом обществе. Изначально была подорвана целостность общин, коренных народов и экономическая мощь церкви. Земельные владения считались свободными, даже если на них жили другие люди. Их собственность была признана недействительной в правительственных судах, если нужно было освободить место для сторонников Диаса. Строительство железнодорожных линий стало важным фактором для трансформации мексиканской экономики. Капитал был иностранным, инвестиции, вкладываемые в такую капиталоемкую инфраструктуру, были показателем того, что иностранные инвесторы были уверены в стабильности развития Мексики. Происходила установка телеграфных сетей, отраслью которой значительно расширилась, была горнодобывающая промышленность. Было развитие промышленного производства, ориентировано на внутренний рынок. В первую очередь сюда относится текстильная промышленность. Увеличение богатства за счет индустриализации в значительной степени пошло на пользу городской элите и иностранцам. Разрыв в доходах в культуре с бедными увеличился. В период порфириата наблюдалась тенденция, когда женщины стали работать учителями и офисными работниками, мексиканские женщины начали решать проблемы гендерного неравенства перед законом, а также другие проблемы. Была разработана светская система образования, чтобы противостоять религиозному влиянию римско-католической церкви. Школы стремились создать рабочую силу, руководствующуюся принципами пунктуальности, бережливости, воздержания от употребления алкоголя и табака, а также от азартных игр. И, несмотря на это, неграмотность была широко распространена, и перепись населения 1910 года показала, что грамотными были только 33% мужчин и 27% женщин. Здравоохранение стало важным вопросом для правительства Мексики, которое рассматривало здоровое население как важное для экономического развития. Государственные инвестиции в здравоохранение рассматривались как часть общего проекта модернизации Мексики. В середине XIX века был конфликт между католической церковью и государством. Мексиканская конституция 1857 года установила отделение церкви от государства, и в конституции были сильные антиклерикальные статьи. Диас не хотел вновь открывать прямой конфликт между своим режимом и католической церковью, и его брак с верной католичкой помог исправить раскол. Диас никогда не отменял антиклерикальные статьи конституции, но он не строго следил за их соблюдением, так что католическая церковь вернулась к политической и экономической жизни во время порфириата. Претендент на пост президента Франсиско Игнасио Мадеро и 5000 его сторонников были заключены в тюрьму во время президентских выборов 1910 года. Совершив побег из тюрьмы, Мадеро прибыл в Сан-Антонио, Техас, где объявил результаты выборов недействительными и призвал народ Мексики к восстанию, начало которого было намечено на 20 ноября 1910 года. В феврале 1911 года Мадеро примкнул к революционному отряду Панчо Вилья в штате Чиуауа. В мае 1911 года Диас был свергнут, а 6 ноября 1911 года президентом страны стал Мадеро.
Хотя он провел несколько важных реформ, проводимая им на посту президента умеренная либеральная политика привела к разногласиям между Модеро и его бывшими союзниками, более радикальными революционерами, такими как Эмилиано Сапата. В итоге эти распри сделали и умеренных, и радикальных революционеров легкой добычей консервативных реакционеров.